Добрый день всем еще раз. Как уже представил мой коллега из переводческой компании Intext, собственно, которая организовала сегодняшний и вчерашний день. Итак, я буду максимально короток, потому что времени не так много. Немного о компании. Мы существуем уже 10 лет, в прошлом году отметили десятилетие. Количество наших штатных сотрудников, нашей команды, выросло за эти годы до 35 человек. Касательно системы менеджмента качества, мы также сертифицированы по ISO и по EN. Ну, не буду сейчас углубляться, как это было, скажу, что только в 2010 году. Ну вот, собственно, так. Основная тема, которой я хотел бы посвятить мою презентацию, она основана на достаточно популярной в современном менеджменте понятии, таком как сбалансированная система показателей. Эта система позволяет достичь целей компании, рассматривая их через призму 4 так называемых функциональных направлений. Это клиенты, внешняя среда, так называемая, бизнес-процессы, то, что у вас внутри организации происходит, персонал, так скажем, ваш потенциал развития, самые ценные кадры, и финансы как результат всех действий, которые вы выполняете на предыдущих этапах. Вот, собственно, основные вопросы, на которые вы должны ответить. Но это теория, нас больше интересует практика. Каким образом эта система ложится на конкретные измеряемые математические показатели. То есть для каждого уровня мы прописываем KPI. KPI – это так называемые оцифрованные цели. Да? Это измерители достижения ваших целей. Рассчитываются они достаточно просто, да, есть какое-то плановое значение, есть некое значение фактическое. После этого вы вводите показатель достижения этой цели. Так вот, KPI, стратегия вашей компании в цифрах спускается, соответственно, на все функциональные направления вашей компании. Маркетинг, производство, HR, это может быть как штатный, так и внештатный персонал, и, естественно, финансы. Устойчивое развитие. Если все показатели, которые вы отслеживаете в вашей компании по вот этим 4 функциональным направлениям, представить в виде так называемой лепестковой диаграммы, то оптимальным будет ситуация, когда во всех сферах вы достигаете одинаково хорошо эти цели, да, ваши. Таким образом, можно представить что-то вроде колеса. Вы во всех направлениях гармонично, сбалансированно развиваетесь. Никуда нет никаких перекосов, нет никаких недоборов. В ситуации, когда, скажем, что-то вас тянет в одну сторону, соответственно, вы проигрываете в каких-то других сторонах, колесо перестает быть круглым, ехать можно, но медленно и комфортно. Что-то где-то мешает. Так вот теперь конкретики по этим 4 функциональным направлениям. Какие же показатели наиболее эффективны для переводческой отрасли, для нашего с вами бизнеса? Безусловно, для каждой компании они уникальны, в зависимости от того, какие у нее цели. Это может быть цель продать свой бизнес. В таком случае там, максимально самый высокий показатель будет это максимизация стоимости продажи компании. Это может быть завоевание лидирующего положения на рынке, когда вам нужно срочно увеличивать объемы, искать новых клиентов и так далее. На мой взгляд, самыми эффективными в разрезе функционального направления клиента являются вот такие показатели, которые представлены. Я не буду подробно останавливаться на всех, потому что достаточно длительно. Выделю наиболее интересные, на наш взгляд. Тут они выделены жирным. Это средний чек, сейчас поясню, что это такое. И индекс удовлетворенности клиентов. Итак, есть классический АБЦ-анализ. Если кто слышал, да? Вы клиентов ранжируете по неким показателям. В классике это доход, оборот, который приносят ваши клиенты. Вот возьмем некую ситуацию, где есть 5 клиентов с некоторыми суммами. Вот мы видим, что 3 первых клиента приносят нам порядка 70% общего дохода. Это группа А, соответственно, группа Б порядка 15% и группа Д, С. Клиент Д – это группа С. Но
Система, которая опирается только на доход, она достаточно однобокая, она не сбалансирована. Мы в компании Intex шагнули чуть дальше и развили ее до так называемой версии 2. А именно, мы стали отталкиваться не только от показателя доходов, но и от показателей прибыли и от количества заказов. Классическое понятие среднего чека, вы знаете, да, в ресторанах, в общепитах, сколько в среднем клиент оставляет в заведении. Показатель прибыли характеризует косвенно еще и стоимость, по которой вы подаете клиентам. Правильно? Количество заказов характеризует то, как вы используете ресурсы внутри компании для достижения ваших целей. Так вот, получается ситуация, предположим, что все клиенты у нас по одинаковой цене, и со всеми с ними мы работаем по одинаковой марже, условно 100%, общая прибыль сократилась от дохода ровно в 2 раза у всех клиентов. Взглянем на ситуацию, сколько заказов каждый из этих клиентов нам предоставляет. Разделим общее прибыльное количество заказов, получим средний чек, проранжируем этих клиентов по среднему чеку. Ситуация получается достаточно противоположная той, которую вы видели здесь. Да? Есть клиент В, который нам приносит неких единиц 9000 прибыли, но при этом 300 заказов. Я бы сказал так, что этот клиент пожирает ресурсы вашей компании. Вы все понимаете, что чем меньше заказ, тем больше необходимо ресурсов и от ваших проект-менеджеров, и от ваших редакторов, и от ваших переводчиков. Гораздо легче сделать заказ один на 100 страниц, чем 100 заказов по одной странице. Надрывается и психологическое состояние людей от такой задерганности, все вот понимаете. Так вот, ситуация, если у вас всего лишь 5 клиентов, наверное, вам, в принципе, делать ничего не надо, но если у вас их 100 или больше, то вам нужно выставлять приоритеты. Вам нужно понимать, кто для вас ваш целевой клиент. И опираясь не только на показатель оборота, но еще на показатель среднего чека, вы можете правильно расставить приоритеты в развитии, понимать, какой клиент для вас более перспективный, какой более вкусный, если так сказать. На самом деле здесь можно было построить бы еще версию 3. Не буду грузить слишком математическими моделями, но мы у себя ранжируем клиентов не только по среднему чеку и по общей прибыли, но мы еще и взвешиваем эти показатели, отдавая 30% среднему чеку и 70% общей прибыли. Шагнем дальше. Как измерить удовлетворенность клиентов? Самый простой способ, казалось бы, чем больше клиент заказывает, тем больше он удовлетворен. Это хорошо работает, если у вас нет никаких контрактных обязательств с клиентом, в котором зафиксирован объем. Да, например, вы поменяли объем на снижение цены. Этот объем гарантирован, вам приходят заказы, вы думаете, что все хорошо, но на самом деле просить клиента было бы не лишним, понять, насколько ему нравится то или иное в вашей компании. Достаточно классические вопросы. Да. Пускай мы, допустим, работаем на локальном рынке, есть там расположение офиса, качество обслуживания, качество переводов, удобство способов оплаты. Каждому показателю присвоили вес. Понятно, что 80% нас больше всего интересует, 80% это качество обслуживания, проект-менеджмент наш, да, и качество наших переводов. Клиенты неким образом нас оценили. Проставили некоторые оценки, среднеарифметическое вывели, решили, что 4,3 достаточно неплохо вроде бы работает. А вот ситуация, когда вы еще подключаете сюда показатель, сколько же денег приносит каждый из этих клиентов. Потому что вес клиента, который заказал вам 1 страницу, и вес клиента, который заказал вам 1000 страниц, совершенно разный. Тот клиент, который вам заказал 1 страницу, он на самом деле может и не понять, насколько вы качественно или некачественно. Ну, вроде сдали, вроде все хорошо. А клиент Б, он работает с вами намного плотнее, он знает вас лучше. И ответы этого клиента, на самом деле, да, должны обрабатываться соответствующим большим весом. Так вот, если мы, соответственно, на данном примере клиенту А отдадим всего лишь 10% голосов, а клиенту Б 90%, то мы видим ситуацию, что средний показатель удовлетворенности клиентов на самом деле ниже. И первый это было в некотором роде заблуждение. Бизнес-процессы. Да, какие можно измерять вещи внутри вашей организации? Это может быть себестоимость единицы продукции, страницы перевода или слова. Это может быть коэффициент качества, сейчас остановлюсь чуть дальше. Рентабельность, отчасти обратный ему коэффициент.
Обычно чем выше качество, тем ниже рентабельность. Коэффициент брака. Сколько рекламаций у вас приходит на количество сданных заказов. Коэффициент своевременности поставок. Насколько вы сдаете все заказы вовремя и так далее. Среднее время обработки и так далее. Многие сейчас говорят на международных конференциях про качество, про системы измерения качества. TQI наверняка многие из вас слышали. Ну, что такое, по сути, TQI? Да? TQI – это постфактум. Мы посмотрели качество перевода, оценили его. Хорошо, есть некоторая математическая оценка этой штуки. Но, а если посмотреть на ситуацию с позиции проект-менеджера, когда вы берете заказ и пытаетесь спрогнозировать на выходе, какое качество вы получите. Это достаточно сложно. Сразу так и не скажешь. Мы в компании Intext используем некую модель, да, по которой оцениваем качество наших переводчиков. Я сейчас не буду про нее детально рассказывать. Есть некоторые критерии, тоже с весами и так далее. Вы оценили своих переводчиков, проранжировали их. Ну, на простом примере у вас их 3. Соответственно, переводчик А максимальный, у него балл 4,7, но по каким-то причинам, скажем, для конкретного проекта он не подходит, занят. Предположим, что остановились мы на переводчике Б, он нас устраивает, тут жирненьким выделен. У него рейтинг качества 4,5. Дальше. Мы должны понимать, какое качество хочет получить на выходе наш клиент. В данном случае меня приходит на мысль презентация, кто был в Санкт-Петербурге на ТФР 2011. Берт Эсселинг из компании Leon Bridge выступал с интересным докладом Can Language Quality Be Enough? Что это такое? И ввел, на мой взгляд, очень такое правильное понятие, как Translation Quality Menu. Когда вы предоставляете клиенту меню, условно, да, какое качество вы хотите получить на выходе. Хотите машинный перевод? Это будет стоить, условно, там 40% от базовой цены. Хотите машинный перевод плюс постредактирование? 60%. Просто перевод 100%. Хотите, чтобы этот перевод еще потом маркетологи вычитали, технические специалисты, все-все-все, 150 и так далее. Так вот. Пытается проект-менеджер, взяв заказ, спрогнозировать, что же мы получим на выходе. У него есть некие варианты. Он может взять переводчик АБ и сдать его без каких-либо дополнительных добавленных стоимостей, скажем так, да? В данном случае прогнозируемый рейтинг проекта будет равняться рейтингу переводчика. Если заказчику необходимо какое-то более высокое качество, это было зафиксировано в каких-то договорных отношениях с ним, вы можете привлечь редактора. Таким образом, прогнозируемый рейтинг проекта, соответственно, вырастет. Достаточно банально это сделать, просто добавив некий стабильный коэффициент, да, добавочный, в данном случае 0,5. Если вы еще добавите туда корректора, будет прогнозируемое качество проекта на выходе еще больше. И так далее, и так далее. Чем больше цепочек добавленной стоимости, там на выходе более высокий рейтинг проекта. Что позволяет достичь этой системы? Одно из самых главных преимуществ, она позволяет провести некую черту и сказать, что, скажем, ребята, мы в компании Intext не сдаем проекты с рейтингом ниже 4,5. Вот как хотите, выкручивайтесь. Есть у вас переводчик с рейтингом 4,2, вы не можете сдать просто перевод. Вы обязательно должны добавить кого-то, кто увеличит этот рейтинг. Измерив таким образом прогнозируемый рейтинг качества проектов, мы можем отслеживать так называемую динамику качества. Да? Есть два проект-менеджера в компании. Первый проект он сдал с рейтингом 4,50, второй 4,63, 4,12 и так далее. Можем высчитать некий средний показатель за какой-то промежуток времени. Соответственно, есть рейтинг проектов, который сдает проект-менеджер Б. Аналогичная ситуация. Отследив таким образом динамику по месяцам, мы можем понимать, что проект-менеджер А в данном случае работает лучше. Как-то вот он подбирает ресурсы покачественнее, как-то вот он изощряется таким образом, что выходит на более высокие показатели качества, нежели проект-менеджер Б.
посчитали рентабельность проектов, которые сделал проект-менеджер А и проект-менеджер Б. Условные показатели. Допустим, проект-менеджер А делает еще и проекты рентабельнее, оказывается. Что для вас, как для руководителя, будет означать эти данные? Ну что, наверное, проект-менеджер А заслуживает либо премии, либо продвижения, я не знаю, может, замещение должности руководителя. Абсолютно верно. Противоположная точка зрения. Будем концентрироваться на позитиве. Да, забыл важный такой нюанс упомянуть в данном случае. Вот это все очень хорошо в том случае, если у вас есть хорошая ТМС. Хорошая информационная система, в которой вы можете все количественные показатели вашей ежедневной деятельности фиксировать. К сожалению, Excel-щиками не получится, если большой поток и если все нужно качественно. Так, следующий блок – персонал. В данном случае можно рассматривать через призму как штатных сотрудников, так и внештатных. Нас больше интересуют, наверное, внештатные сотрудники. Это интереснее с точки зрения переводческого бизнеса, поэтому остановлюсь на них. Что можно считать? Можно считать, сколько мы ввели в работу исполнителей, да? Сколько мы допустили после тестирования к нашим реальным проектам. Хорошо. Но намного интереснее посчитать, сколько же нам стоит привлечение нового исполнителя. Можно считать средний коэффициент качества чуть дальше, активности, средние цены закупки, удовлетворенности и так далее. Детальнее. Как измерить стоимость привлечения нового исполнителя? Все банально и просто. Стоимость привлечения равна совокупной стоимости привлечения, деленной на количество привлеченных исполнителей. Что такое совокупная стоимость привлечения? Если вы компания не очень большого размера, то, скорее всего, это зарплата менеджера по вашему внештатному персоналу, затраты на тестирование, затраты на продвижение. Сейчас объясню чуть дальше, что это такое. Ну и иные административные. Затраты на продвижение. Вчера на Panel Discussion поднимался этот интересный вопрос, да, как сократить время от периода тестирования в отделе vendor management нового исполнителя до того времени, как он получит реальный первый заказ. Вот это все можно посчитать и оценить как затраты на продвижение. Условно на промоушен от vendor management к проект менеджменту какого-то исполнителя. Возьмем совершенно конкретную, описуемую, оцифрованную цель для отдела vendor management. Необходимо снизить стоимость привлечения исполнителей на 30% в 2013 году. Давайте подумаем, как это можно сделать. Опираясь на формулу, это можно сделать двумя способами. Банально. Можно снизить совокупную стоимость привлечения, либо увеличить количество привлеченных исполнителей. Вот расскажу про опыт. Вчера кто-то, вендор-менеджер с компании Ego Translating, я не знаю, присутствует сейчас эта девушка? Есть, да, вы задавали этот вопрос. Вот ответ на ваш вопрос вчерашний. Возьмем некую ситуацию. 4 месяца, у нас есть некие затраты, совокупные на привлечение исполнителей. Предположим, что в январе и феврале месяца они равнялись 550 неким единицам. В январе и феврале вы вводили, как вендор-менеджер, в работу по одному исполнителю. Вот по этой оси их количество. Вот 1 и 1. Это было тяжело, непросто. Вам в месяц удавалось ввести нового человека. Добавить его к количеству активных переводчиков. В данном случае совокупная стоимость, деленная на 1, получалось, что стоимость привлечения нового исполнителя равнялась совокупной стоимости. Да, 550. Так вот. Увеличив ненамного стоимость, вернее затраты на продвижение, так называемые, мы смогли на конкретно реальном примере достичь увеличения показателей привлечения новых специалистов в 3 раза их увеличить. Таким образом, мы ввели так называемое понятие эксперимент, оно у нас называется. Предположим, есть выполненный тест от переводчика. Есть резюме, все хорошо, все подходит. Как же его приблизить к проект-менеджерам? Можно делать списки, вывешивать перед глазами проект-менеджеров на мониторе, периодически ходить с ними пить чай и рассказывать про этих новых исполнителей, но это не будет работать, потому что проект-менеджеры боятся. Риск, новый человек, а вдруг не сдаст, а вдруг сдаст неизвестно что. Я не хочу. Зачем? У меня есть другие. Так вот,
мы ввели вот это понятие эксперимент и отдаем несколько первых работ платных, выдавая их за реальные проекты. То есть, да, это немножко нам стоит денег, но в итоге мы получаем повышение количества исполнителей, введенных в работу, и снижаем стоимость привлечения исполнителей. Человек на том проводе после выполнения теста получает заказ и думает, что это совершенно реальный заказ, с совершенно реальным дедлайном, совершенно реальной оплатой. Но на самом деле это нереальный заказ. Это он небольшой, естественно, одна страничка. Но таким образом мы получаем огромное количество информации об этом исполнителе, потому что тест ни о чем не говорит толком. Тест можно делать 2 недели, непонятно, как он соблюдает дедлайны, вообще понимает ли он инструкции и тому подобное. Да? Включив эту работу первую, платную, визуальную, да, для него как бы не визуальную, а нереальную для нас, а реальную для него, мы добились снижения вот этого конкретного показателя, ну здесь, наверное, на 60%, при плане в 30%. Далее, активность ресурсной базы. Активен. Что значит, что такое исполнитель активен для вас? Это значит, что он выполнил энное количество работ, ну, у нас принято считать сюда 10. 10 работ он выполнил, неважно какого размера, и хотя бы одну из них за последние полгода. То есть он может выполнить когда 20, завис в базе данных, не давали ему по разным причинам. Так вот, процент активности важен для вендор-менеджмента вашей компании. А именно, это количество активных исполнителей, которых вы привлекаете к работе ежедневно, количество неактивных. Все банально. Вот вернемся к той ситуации. 4 месяца, когда мы пытались вводить людей, ввели здесь одного, ввели потом еще 3 и еще 3. Предположим, у вас есть 1000 исполнителей неактивных в базе данных и 50 активных. Вот ситуация январь по сравнению с февралем. Ваш вендор-менеджмент приходит и заявляет: мы в этом месяце протестировали 100 человек, мы молодцы, мы не спали, мы не ели, мы хорошо работали. А толку? Мы только одного человека допустили к работе. Мы потратили кучу денег и времени на то, чтобы завести еще 100 человек, которые дальше зависнут в базе данных. Вычислив коэффициент активности, поделив это на это, получаем, то есть активность нашей базы всего лишь 5%. В феврале она снизилась. Дальше. Вводим эксперимент. Смотрим, так, количество показателей исполнителей привлеченных возросло. И тут наш, скажем, отдел по внештатному персоналу задумался, а зачем? Зачем нам тестировать такое огромное количество людей? Если мы поставим в вендор-менеджменту конкретный KPI и скажем, что ориентируемся на коэффициент активности, а не на количество тестируемых людей, таким образом мы можем повысить эффективность и точечность работы нашего отдела. Мы не будем пачками рассматривать резюме всех подряд, мы будем очень скрупулезно к этому процессу подходить и использовать неактивные ресурсы, развивая их, делая промоушен перед проект-менеджерами. Таким образом, можем войти в ситуацию, когда мы вообще никого новых не тестируем, а только используем уже, скажем так, протестированных людей и концентрируемся на вводе их в работу. Финансы. Наиболее кратко. Как я говорил, это результат того, что мы делаем на всех предыдущих направлениях. В принципе, финансы – это, наверное, функциональное направление, которое подходит для всех отраслей, не только переводческой. Нет тут особо чего уникального по сравнению с другими предприятиями хозяйствования. Да, но я бы хотел остановиться на рыночной стоимости компании. Я думаю, присутствующие здесь руководители бюро перевода задавали себе вопросом, сколько же стоит мой бизнес, если я от него устал, то сколько же я могу его продать. Есть разные методики, методы дисконтирования денежных потоков и так далее. Не буду сейчас этим вам грузить, но на самом деле это банальная цена, за которую вы готовы продать, а кто-то готов купить. Вот по запросу в Гугле продается бюро переводов. Я нашел просто один очень уникальный пример. Продается бюро переводов в Европе. На самом деле это Эстония. За $30 000. Что мне здесь понравилось? Срок окупаемости. Информация была вышлена о том, что прибыль составляет порядка $4000 в месяц, и срок окупаемости ваших инвестиций при покупке за 30 000 составит 8 месяцев. Это очень хороший показатель, да? И чем меньше компания, тем, наверное, показатель меньше. Я вам скажу так, что в среднем
достаточно крупная переводческая компания, я думаю, что должна окупаться ну, минимум за 3 года. Да, кратенько пробегусь. Понятно, что ваши оцифрованные цели должны спускаться с самого верха до самого низа. У каждого руководителя, функционального департамента, я не знаю, отдела, до совершенно простого рядового специалиста, у всех должны быть оцифрованные цели, которые идут сверху и вниз. Ну вот, в принципе, и все. Этим слайдом я хотел показать то, что, знаете, как идем по приборам. Точно так же идем по показателям. В ситуации, когда вы ничего не видите, да, видимость ограничена, как и в авиации, вы ориентируетесь на приборы. Так вот, я бы посоветовал вам, чтобы цифры помогали вам не сбиться с цели, с курса и достичь, выйти на нужные координаты. Собственно, все. Спасибо. Господа, ваши вопросы. Лес рук. Павел Ковнев, компания «Трактат Москва». При сегментировании клиентов по АБЦ-анализу, два вопроса, соответственно, какой вы использовали порговый фильтр или вы сегментировали абсолютно всех? Абсолютно всех. Да. И второй вопрос. Какой период вы брали для сегментации? Может, просто я поясню, что мы не работаем с физлицами, для того, чтобы понимать. То есть только бизнес-то-бизнес. Ну, это да, корпоративные клиенты. Я понял, да, естественно. Второй вопрос. Какой период вы брали? То есть это был квартальный? Это год. За год, да? Да. И использовали вы какие-нибудь оперативные показатели? Вот внутри года как-то вы работали над этим? Корректировали? Нет, вот, собственно, система, которую я сказал, вот она так и работает. 70% мы даем показатели общей прибыли в весах и 30% среднему чеку. Это все, на что мы опираемся. И показателя непрерывности у вас там не было? То есть количество заказов, это могли быть 3 заказа с хорошей рентабельностью в начале года? Да. То есть к концу года клиент уже не соответствовал сегментации? Да, да. Ну, безусловно, можно снизить просто период, за которым мы будем анализировать, до полугода. Можно играться с кварталами. Но мы у себя стараемся просто оперативные показатели какие-то вводить, с которыми корректируем анализ годовой. Спасибо. Можно. Спасибо. Да, спасибо. Александр Бондаренко, Кировоград, компания Translatel. Такой вопрос. Рейтинг качества переводчика, термин такой звучал. Вот у нас модели похожи чем-то, поэтому очень интересно. Как вы добиваетесь объективности, объективной оценки? Вот мы замучили социолога в свое время, какой срез делать, сколько работ брать, за какой период, с тем, чтобы объективно как бы видеть, насколько хорошо идет переводчик или плохо. Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, я в таком случае отвечаю всегда так, что такое объективность? Это совокупность неких субъективных мнений. Да? Чем больше этих мнений, тем больше объективность. При вводе, например, нового переводчика, естественно, мы даем приоритет оцениванию его нашими штатными исполнителями, которым мы доверяем, и оценка от них. Количество конкретно я вам не могу сказать, ну как, человек может сделать 10 работ, у него будет средний рейтинг, он может сделать 1 работу, у него будет средний рейтинг. У него есть средний рейтинг, начиная с первой работы. Каждая работа, которая редактируется. Те работы, которые не редактируются, в них неким оценить этого человека. Например, заказчик может заказать просто translation only. Все, ему достаточно для понимания. Кирилл, маленький вопрос тоже по категоризации клиентов. Учитываете только текущие показатели, либо учитывается потенциал клиента? Ну, понимаете, да? То есть, допустим, его бюджет на локализацию, переводческий бюджет, а не то, сколько вы от этого получаете. Мне кажется, достаточно сложно оцифровать. Вот я бы именно тут опирался на оцифровку. Это легко оцифровать. А вот потенциал, я не знаю, тяжело сказать. Да. Во-первых, просто специфика нашего бизнеса такова, что мы не можем прогнозировать объемы. У нас нет крупных клиентов прямых, с которыми мы могли понять, что через год мы столько-то сделаем, столько-то. В принципе, это полезная вещь, моя рекомендация. И второй момент. Если, значит, вот вы делаете категории клиентов А, Б, С, вы понимаете, что вот это для вас категория А, так называемые ключевые клиенты, да, то есть системообразующие для вас. Какие выводы вы делаете для производства и вообще для функционирования компании? А выводы совершенно простые. Для проект-менеджера пришел заказ из категории А от клиента и из категории С. Более высокий приоритет. Да, то есть и у него есть один переводчик свободный, да, подходит и туда, и туда. То есть выбор приоритета распределения ресурсов, конечно, будет в сторону группы А. Спасибо.
Кирилл, у меня такой вопрос. Да. Вот Константин там тоже один момент затронул. Вот такое прозвучало, что клиент, который дает по одной-две страницы, да, но часто он как бы не очень хорош. Да, он требует определенных затрат. Но нельзя ли производство перестроить, чтобы он стал хорошим клиентом? Я тебе могу сказать, что такой Открыть клиент... мегатекст? Открыть мегатекст? Не, давай не будем как бы это. Просто я могу сказать, что такой клиент, он очень устойчивый. То есть у него постоянно есть потребность в переводах, да? То есть вот мечта вообще всех иметь миллион клиентов, которые дают по одной странице, да? Это совершенно устойчивый бизнес. Совершенно. Не ждать, когда клиент даст тебе миллион страниц, да? Раз в миллион лет ты сейчас свой HR вгрохаешь денег, чтобы найти исполнителей, да, вот на эти миллион страниц, а здесь у тебя совершенно отлаженное производство по одной-две страницы. Вот почему вот вы все-таки так вот сегментируете клиентов, понимаешь? Вот нет коэффициента устойчивости, понимаешь? Вот я тебе могу честно сказать, нельзя строить бизнес на основании там 2-3 крупных клиентов, да, вот вообще это просто везде нельзя. А в нашем переводческом это точно нельзя. Спасибо за вопрос. Я согласен, что дифференциация клиентов – это отличное понятие для устойчивого развития, особенно в период кризиса и так далее. Но мы опираемся на утверждение о том, что ресурсы переводческие, они ограничены, да? А качественные переводческие ресурсы, они еще более ограничены. И времени у нас не так много. И Одна-две страницы или 100 страниц, да? Почему мы выбираем 100 страниц? Потому что, я в принципе про это говорил, отдавая по одной странице каждый раз всем нашим переводчикам, всем нашим редакторам, всем нашим проект-менеджерам, мы на самом деле повышаем их и раздражительность, да, и в какой-то степени эмоциональную устойчивость нарушаем. А в работе с заказчиками, которые дают крупные заказы, соответственно, этого меньше. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы у нас был здоровый коллектив и отдаем приоритет долгосрочным отношениям.